Как перестать быть жертвой? Практические советы от психотерапевта. Позиция жертвы приводит к тому, что человек перестает играть решающую роль в собственной жизни. Психотерапевт Уэйн Дайер в своей книге «Как избавиться от комплекса жертвы» рассказывает, что нужно предпринять, чтобы вести себя как свободная личность уже сегодня. Что значит быть жертвой? Сейчас мы разберем признаки, которые помогут понять, что вы занимаете положение жертвы. Признак первый. Вы не контролируете собственную жизнь. Жертве навязывают образ мыслей, модели поведения и даже стиль одежды. Руль почти всегда в чужих руках. Жертвы прежде всего те, кто проводит свою жизнь под диктовку других людей. Они обнаруживают, что совершают поступки в глубине души им не симпатичные или втягиваются в чуждую им деятельность, приносящую главным образом лишь чувство сожаления. Признак второй. Вы действуете с позиции слабости. Люди с комплексом жертвы часто считают себя недостаточно умными или способными. Именно поэтому они не занимают активную позицию. Они выбирают позицию слабости, перекладывают важные решения на других, более сильных и твердых, по их мнению, людей. Жертвы избегают самостоятельности даже в мелочах, отдают право выбора блюда в кафе или послушно идут на фильм, который не хотят смотреть. Третий признак – жизнь не работает на вас. Если кажется, что вы тратите все силы и время, чтобы угодить другим, вынуждены подстраиваться и делать то, что вам не нравится из чувства долга, вы в позиции жертвы. И четвертый признак – тревожность и самоуничтожение – ваши спутники. Жертвы страдают от комплекса неполноценности. Они всячески принижают себя во внутреннем диалоге и перед другими людьми. Это проявляется даже в мелочах. Например, человек не принимает комплименты, оставляет себе подгоревший кусок пирога или соглашается на низкую зарплату. Противоположное комплексу жертвы состояние – свобода личности. Самым свободным в мире являются те, кто находится в согласии с самим собой. Они просто не обращают внимания на претензии других людей, поскольку сами эффективно обустраивают и направляют свою жизнь, пишет Уэйн Дайер в своей книге. Итак, как выйти из положения жертвы? Для начала поймите, что только вы выбираете, какую роль играть. Примеряя на себя роль жертвы, вы сознательно лишаете себя многих удовольствий и свершений. Зрелая личность следует другому сценарию. Не боится исследовать себя и свои возможности, выбирает быть счастливым творцом своей жизни. Поэтому первое, что нужно сделать, это взять ответственность за собственную жизнь. Это означает глубокое понимание того, что вы сами в ответе за все происходящее в вашей жизни. Далее. Перестаньте спрашивать разрешения у других. Речь, конечно, не о том, чтобы забыть о вежливости и вторгаться в чужие границы. Вредная привычка жертв заключается в том, что они постоянно просят разрешения на действия, которые находятся в их границах и должны совершаться без чужого позволения. Прямо заявляйте о своих законных требованиях или открыто сообщайте о намерениях. Вместо вопроса «можно мне обменять товар?» ставьте продавца перед фактом «я хочу вернуть деньги за костюм, он мне не по размеру». Не стоит спрашивать партнера, можно ли пойти на вечеринку или на футбольный матч. Сообщите о своих планах прямо, без оправданий и виновного тона. Вы взрослый человек и можете действовать в своих интересах без чужого разрешения. Откажитесь от привычки жаловаться. Она опасна тем, что быстро перерастает в основной способ реагирования на любые жизненные неурядицы и не позволяет взять верх таким качествам, как воля, твердость, уверенность и логическое мышление. Человек оставляет попытки прикладывать усилия для решения проблем, лелеет внутри жалость к себе и чувство беспомощности. Отказ от привычки жаловаться вдохнет в вас новые силы для преодоления трудностей, и со временем вы сможете примерить на себя роль победителя. Обязательно посмотрите наше видео «Мир без жалоб за 21 день». Уверяю вас, вы найдете там массу полезной для себя информации. Ссылка будет в подсказках и в описании. Не помогайте людям, если не хотите. Возможно, это звучит грубо. Но сколько раз вы уже давали в долг, когда совсем не хотели этого? Или сколько раз выслушивали жалобы товарищей на жизнь просто потому, что так положено? Отказ не делает вас плохим и черствым человеком. Помните, если, помогая другим людям, вы ведете себя как жертва, вас начнут использовать.
Совершайте добрые поступки от чистого сердца и по собственной воле, а не из приличия или чувства вины. Не бойтесь говорить о себе и делиться с другими людьми. Жертвы часто подбирают каждое слово и боятся, что любая информация будет использована против них. Не изводите себя опасениями такого рода. Многолетний страх проявить свою настоящую натуру на публике приводит к тому, что вы забываете, кто вы на самом деле и чего вы хотите. Высоко цените и любите себя. Психология личности человека устроена таким образом, что чем больше вы питаете себя позитивными мыслями, тем больше позитива получаете извне. И наоборот. Относитесь к себе с любовью и вниманием, заботьтесь о своем эмоциональном и физическом благополучии. Это и есть залог развития внутренней гармонии. Чтобы выйти из сценария жертвы, достаточно научиться любить себя безусловной любовью в разных состояниях. Когда вам хорошо, когда вы находитесь в плохом самочувствии, при неудачах и даже в неважном течении дел. Чтобы раз и навсегда попрощаться с ролью жертвы, достаточно принять твердое решение взять свою жизнь в собственные руки. Самостоятельность, уверенность, ощущение собственной значимости – вот основа поведения свободного человека. Если вы решили воплотить это в жизнь, то книга Уэйна Дайера «Как избавиться от комплекса жертвы» станет отличным подспорьем. На этом, друзья, наш видеоролик подходит к концу. Я благодарю каждого из вас за просмотр. Обязательно поставьте большой палец вверх, подписывайтесь на наш канал. Впереди вас ждет еще масса всего интересного. Всем пока!